Итак, ребятушки, я вас всех приветствую. Давайте сегодня посмотрим, что нам тут неделя приготовила. На прошлой неделе все сообщения получили. Ха-ха-ха. От своих недругов. Вы знаете, я заметила такую категорию людишек в пространстве. Обратила на них внимание. Смотрят, от чего вы очищаетесь, да? Как у вас все проходит. Сидят тут такие. Потом начинают херячить туда же. Делать эту же белиберду. Опять или по новой. Очень интересно посмотреть, от чего они отталкиваются. А ну-ка. Сейчас, секунду. Хочется мне подглядеть. Всем добрый день, кто присутствует. Кому-то даже добрый вечер. От чего люди отталкиваются? У них пробита энергия, у них по внешности дало, по здоровью туда же. Сами себе усложняют жизнь. А к вам как эта инфа? А вам защиты. Вам защиты, ребят. Здесь, видимо, делано было не раз, не один год. В течение года ритуалистика подновляется, поэтому... Ну, что с больных взять, да? Уж не знают, как им быть. Вот. Ну, перевернулась карта, пусть будет. На эту неделю. Ну, давайте по магическому блоку что. Так, чисточка финансов. С помощью магии обыденных вещей, пожалуйста. Проработайте себя. Почему? Потому что здесь постараются вам внушать, чтобы вы отказались от своего пути, чтобы вы в одиночество посидели, пошли. Да все равно противоядие и процветание будет. Не парьтесь, короче говоря. Ну как не парьтесь? Кому-то надо и попариться. Возможно, кому-то в прямом смысле слова. Так, давайте посмотрим, что здесь энергии недели нам скажет. Всех благодарю тех, кто оставляют комментарии, за вашу обратную связь. Истории некоторые, конечно, бывает отдельная мерси за комментарии с чувством юмора. Бывает, сидишь на серьезняке таком, да, это такой комментарий выстреливает, после которого стоишь и ржешь потом, или ходишь и ржешь полдня. Вот за чувство юмора отдельная благодарность. Так, отлетела у нас карта одна, с работой что-то связано, ну давайте посмотрим. Работа с предками, духами вашего рода, с вашей мощью, с властью, с силой. Принесет вам свои плоды. Оставайтесь в покое. Тут кто-то, возможно, на ваши блага базарится. Ну, эти чамараши, они ж на полнолуние всегда делают на финансы, чтобы вы понимали. Да, предупреждения вот вам, пожалуйста, будут. Так, а ну-ка. А в чем тяжесть тогда? Да, тут по закольцовкам люди уже не первый раз накидывают на вас именно подключки к вашим финансам, к вашему денежному каналу.
в плен вас закидывают. Но тут выше абсолют за этим всем смотрит. Тут по справедливости, понимаете? Не нравится ваша справедливость. Не нравится то, что нельзя у вас спиздить. А ну получается? Нет, не получается. Вы освобождаетесь. Да, еще и как. Еще и дальше идете. Не хотят, чтобы вы по справедливости очищались, ребят. По поводу брака здесь вообще, по поводу отношений, направленная злая воля, тут черные люди работают. Ну, то есть наемные. Либо же человек уже подался в это, он считает, что это будет решением для него абсолютно всех проблем. Понимаете, человек принял важное решение ради собственного спасения. То есть пошел за чистками, за защитами, в магию сам мог податься, либо обратился. Но тут помрачение рассудка у этого несчастного. Освободиться хочется, возрождение по деньгам. Денежек нет. Но он чего-то еще не знает по своим рабочим аспектам. И мы это открывать не будем, пусть для них это будет сюрпризом. Там хаос, круговорот, проблемы так уже настиг людей. Но они, видимо, недопонимают чего-то. Так, смотрим дальше. Слушайте, ребята, сюда внимательно. Вас ждут глобальные изменения. В вопросах магии силы вам хватит, удача на вашей стороне. Опять же таки, для деградантов. Вас это не касается, вам отдельные новости будут идти. Как для деградантов, понимаете? Вот есть же люди, которые по факту-то деградируют. Понимаете, они жадно хотят вверх. Они все ждут новостей, когда же у них это получится. С какими-то женщинами компромиссы. Ага, компромисс нет, не получится. Ссора будет у человека, там уже давно разрушено все это по деградантам. Ну, которые сидят, смотрят и думают, что они на себя это натянут. Через портал и тому подобное. Хрен на воротник вам. Тыкнули дизлайк, съебали, блядь, в тайгу. Или нервно покурить в уголке где-нибудь у себя там. Теперь возвращаемся к тем, кто с кодексом на «ты», которые занимаются собственным ростом, а не деградацией, за счет кого-то и чего-то что-то свистнуть. Очень глобальные изменения валят в плане вашей интуиции, магии, вашей славы. Насчет славы, где не идет продвижение, насчет бизнеса, туда же. Обнаружите, откуда застой валит, какая жаба вам препятствия тут тулит. И не устает. Тут вам какой-то соперник попадает в котел испытаний, который мог на ментале под любым видом к вам приваливать, на астрале в основном. Заморозили. Скорее всего, что, ребята, астрал на ментале человек, здесь, видимо, наняли персонажа, который, ну, сплетни, либо он сплетничал о вас с кем-то. Все у него, понимаете, вот у недруга постоянное прокручивание, а как надо было бы сказать, а чтобы он вам высказал, слив энергетики в вашу сторону, понимаете? У вас тут надежды будут сбываться. А он хотел, чтобы его надежды сбылись насчет счастья, любви, дружбы.
выгодных сделок. Все это касается только бабла, только то, что напихает его желудок, его чрево, блядь, и потом он поудобнее усядется на золотой унитаз, если денежек поднакопил на него, и высрет, и потом опять начнет заполнять свое чрево, понимаете? Глобальные извинения, вы представляете, оговорочка по Фрейду, да? Глобальные изменения вас ждут благодаря этому персонажу и его деяниям. Ну что, здесь, конечно, за счет ребенка. Здесь прям ребенка в жертву приносили. Если здесь общее, не общее, дети, неважно. Лупят на ваши... А ну-ка, осознанно на ребенка. Да, на ребенка осознанно, на ваши проекты, дела тоже осознанно, понятно. На ребенка здесь осознанно. А как ты принял это решение? С бабой разругался с какой-то. Переписка в интернете могла у них быть. Интриги, возможно, с этой бабой против вас плел. Заказывать мог. Она ему сказала, что будет тебе та-та и ай-яй-яй. Ведьма это бумеранг уже получила. Она могла вам... Информация за нее вам могла являться. А чё ты на ребенка полез? Ну, выбор был, да. И что? Да своровать просто, посрать ему. Говорит, я борюсь. Я борюсь за то, что принадлежит мне. Еще расправу над вами хочет сделать. Да, ударить по вашей интуиции и по чувствам. Вы знаете, у него расправа над ним только началась. Он уже в предательстве близких людей сидит. С какой-то бабой здесь разругаться мог. Неважно, кто она ему, заказывал, не заказывал. Сестра, мамаша, там, тетка, не суть. Здесь одной уже кобылине отлетело. Вот. И он решил, что-то не получается, понимаете, не растет кокос, елки-палки, не растет кокос. Что решил? Вот кто не знал, это уже, я так предполагаю, состоявшаяся белиберда, и благодаря этому у вас здесь идет по роду, прям тут темные меняются энергии, понимаете? Темные, темные. А ну давайте смотрим, что дальше. Опа-па. Вы знаете, ваш недруг разругался с магическими обрядами, которые я делал. У вас здесь сила. На вас накидывали ситуацию, когда бы вы, по их мнению, должны были психологически тронуться, считать себя лишним, неполноценным каким-то, понимаете? У вас здесь целостность и контроль этого всего происходит. А ну-ка, даже если там кто шелохнулся, потому что знаю, что есть люди, которые тоже ведут свои YouTube-каналы у меня на канале, периодически что-то посматривают. А ну-ка. Да, хотели, чтобы вы в надуманные проблемы попали. Особенно насчет окружения и общения. Здесь, знаете, такая ситуация, допустим, человек чего-то достигает, да, и потом начинает сомневаться. Так вот, это все белиберда, ребятки, это все наслано. Тут у вас силы и контроля, ну, достаточно. Ну, что им за это было? Ух ты! Они на вас грязь магу какому-то лили. Либо же вы маг-практик, реализовались, да, концентрировать волю умеете. У них теперь страхи за то, что они грязь в вашу сторону поливали. Здесь, видимо, знаете, за что? За клевету получили по горбу. И у них разрывается связь с магией, с возможностью вообще обрядами чего бы то ни было достичь. Да, сколько печаль, грусть, тоска. В иллюзиях, призраках, в оморочках будут сидеть. Змеи ссыкливые попали в порочный круг бедствия. Ой, как им хочется с 15-м воссоединиться, понимаете?
Да, здесь цикличные работы, которые они выполняли для своего рыла, для своего чрева, закашивая рода других людей, влияя на детей, делая переклад негатива на детей, на своих, на чужих там. Ну, даже если, о чем я говорю, на своих. Есть те, которые прям на своих перекладывают. Есть те, которые своих же детей в откуп дают. Именно в откуп. Есть такие, которые, вот эти псевдомамаши, псевдопапаши, которым срано на ребенка, они не вкладываются. Я же говорю, заняты забиванием своего чрева, да, и чтобы потом поудобнее сесть на унитаз и высрать это все. Вот. Вот о таких. Возможно, у вас там общие есть дети, да? Вот закрыта вся цикличность, но они, бля, ебать, как рвутся к 15-му. Ну, ребят, вообще, у меня такой вопрос вот к этим деградантам. Вы вообще, ну, понимаете, вы знаете вообще, кто такой сатана, дьявол? Или вы в рай, сука, стремитесь? Так вы узнаете, что такое рай. Скоро эта вся информация будет вылазить. То, что скрывалось от человечества многие тысячелетия. Вы охуеете. Хотя, с другой стороны, было сказано самим Всевышним сатане, что и править ты будешь 7 дней. Это тоже жатва для чего-то нужна, ребятушки, нужна. Видимо, для того, чтобы люди осознали куда более интересные вещи, которые за пределами того, что вам нажевывают канонами с тысячелетия в тысячелетия, переписывая историю под им угодные, понимаете, событийные ряды. Здесь закрывается, ребят. Зачем вам вообще информация? Вы отсекли. Здесь вы либо еще нет, будете отсекать, что-то вы предпримете. Здесь что-то отсечено уже, либо отсечете вот эту цикличность. Ой, как им не хочется, чтобы вы боролись. Могут остуду делать. Если подумаете, ой, да я не буду, да я потом там почищусь, или что там вы задумали предпринять из ритуалистики, ползем, но делаем. Потому что им нужны ваши ключи. Люди сами в свое время развалили, возможно, отношения с вами. Обещания свои не выполнили. Их будут ставить на выбор. Тайные знания им нужны. Так за тайные знания испытания надо проходить. Думаете, скинете на других? Нет, не получится. Вы знаете, тут оно вам-то что? Так, важные открытия у вас будут, откровения будут. Откровений не хотят, чтобы вы получали от высших сил, но у вас все равно будет идти прорыв. Инициативу только проявите, ребят, там крысы, блядь, по вам работать будут. Значит, что здесь? Человеченка, вот она гналась за этими тайными знаниями, за загадками, которые, возможно, вам открыты. И тут, знаете, настигает такой неловкий момент, как злоебучая трансформацион. Понимаете? Что-то становится явным, что-то закрывается, отпадает, ломается, исчерпывает себя в жизни людей по гробу. Понимаете? Кто-то может умереть даже. И у человека начинается зависть. Зависть к общению, к людям, по отношению к которым у человека станет что-то явным. Понимаете? Ясность несется, и он входит в бремя, в тяжелую ношу и в страхи. Потому что, ну, непроработанные люди. То я хочу много чего знать, и хочу, чтобы мне за это ничего не было. Не получится.
Знаете что, ребятки, рассчитывайте только на себя, на свой род. Клевета, месть, ярость, злоба может у вас присутствовать. Налаживайте свой механизм, пожалуйста, и действуйте согласно ему. Здесь у людей, они думают, что они избавятся от какого-то бремени, пойдут в поток, но они не способны нести ответственность даже за свои поступки. Они не понимают, что такое вообще знания, для чего их берут, что при этом в жизни происходит, как идет сортировка вашего окружения, понимаете? Ну, вряд ли они это пройдут. Почему? Потому что здесь долги перед христианским эгрегором. Это магия 3D мира. Понятно? Магия, в которой погрязли их рода, их род. Давайте скажем так. Здесь страдания и испытания. Они хотят власти над людьми, хотят возвращения способностей к себе, но здесь высшая сила от них отвернута. Да, здесь еще и высший абсолют за этим всем смотрит, за их жаждой материальных благ. И будет им за это неожиданное событие. Так, что вам здесь? Кармический урок, ребят, какой-то проходить будете. Насчет своей силы, рода, интуиции, смерти, трансформации, чего-то закончится, что-то закончится. Бля, здесь трансформацион валит, ребят. Так. Очищение будет у вас, знаете, что спектр всех эмоций, я бы так сказала. В итоге вам нужна будет какая-то поездка, чтобы внести ясность. Если не поездка, это ваше движение. Здесь, ребятушки, будет закрытие кармического какого-то момента с родом. Кто-то мне писал сообщение, что такое реструктуризация рода. Долго объяснять. Те, кто это видят, кому это все показывают, те понимают. Просто вот так вот я назвала реструктуризация. Там много чего происходит. Спектр эмоций заебический. Можете разочароваться даже в поддержке рода, в силе. Но здесь будет интересное освобождение, очищение. В одиночестве, да, надо будет посидеть, подождать исполнения желаний. Потому что я вам хочу сказать так. Здесь люди постараются остановить вашу трансформацию. Откроют ящик Пандоры. Они прям в него внесутся, блядь, на всех парах. Вот, здесь валит трансформация. Ой, да, будут херячить. Ну ладно, пусть херячат. Опять цель. Какие-то письма оговоренным текстом. Вы защиту получите от этого всего. Преобразование судьбы вашей валят, но и здесь еще и переход, новый уровень души. Здесь какая-то соперница еще начнет дергаться в вашу сторону и отхватит рандулей хороших. Скажем так,
Здесь идет накопление определенного пласта энергии для того, чтобы вот согнетесь, не согнетесь, это уже ваше дело. Для чего? Для того, чтобы вот эти все каналы, вот эта вся херь, которую вам творят, накопилась, и дабы была более сильная ударная волна. Вот эта энергия накопленная, те, кто понимает, о чем я сейчас, деструктив, который делают ребята, можно преобразовывать. И потом даже не надо обраты давать. Там от энергии трансформации идет такой бадабум, от которого те просто, обалдевают. Они не вывозят, многие создания не вывозят этой энергии. Давайте скажем так. Вот те, кто понял, о чем я здесь говорила только что, те поняли. Любая трансформация проходит именно так, и никак иначе. Идет накопление, взрыв, отсечение и жатва. Вот так вот. А там, пожалуйста, по истечению недели, ребят, черкните мне, как у вас проиграется. Надолго не прощаюсь. Всем остальным пока-пока.